Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хотел бы показать вам очередное пополнение своей коллекции фильмов на физических носителях, на Blu-ray, на DVD и на Blu-ray в том числе в формате 4К. В сегодняшнем видео, как всегда, будет много разных фильмов. И начать я хочу, как обычно, с иностранных изданий. Их сегодня относительно много. И первое иностранное издание — это фильм в формате 4К «Маска Зорро». Известная картина, в которой у нас снялись Антонио Бандерас и Энтони Хопкинс. Такое вот издание в формате 4К. Русский язык присутствует только на диске с 4К. Обычный Blu-ray без русского языка. Это итальянское издание. Открываем. Здесь два диска. 4К и обычный Blu-ray. И также идет такой вот рекламный буклет, в котором рассказывается про другие фильмы студии Sony, а также на итальянском языке небольшие факты. Видим «Охотники за привидениями», «Джуманджи», «Смурфики», «Люди в черном», фильмы Квентина Тарантино, трилогия Да Винчи, «Злые птицы» Angry Birds, другие фильмы в формате 4К, разные боевики, фильмы, которые выигрывали Оскар, и так далее. Такой вот рекламный интересный буклет с фильмами Sony. Маска Зорро. До этого у меня была вторая часть «Легенда Зорро», в которой снялся тот же самый Антонио Бандерас и также Кэтрин Зета-Джонс. И теперь две части есть у меня в коллекции. «Маска Зорро» и «Легенда Зорро». Поэтому идем далее. Следующее кино — это анимационный фильм от студии Disney. Самый дорогой мультфильм с 2D анимацией — это «Планета сокровищ». Опять же, итальянское издание. В России данный фильм на Blu-ray с русским языком не выходил, только за рубежом. И данный мультфильм основан на известной книге Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Только место, где происходит событие, перенесено с планеты Земля в другое место. Такая вот интересная история. «Планета сокровищ». Далее. Еще одно иностранное издание. Это фильм «Код да Винчи». Такое вот издание. Стоит отметить, что здесь обложка не оригинальная. Это я точно не знаю, из какого региона данный диск. Но либо европейского региона, либо диск для Великобритании. И в данном случае представлена версия фильма, которая уже была мастерит in 4К. А эта обложка, просто какую обложку нашел, такую напечатал. Но сам диск здесь полностью лицензионный. Фильм «Код да Винчи». Режиссер Рон Ховард. В главных ролях актер Том Хэнкс. «Код да Винчи». Далее. Следующее. Это у нас испанское издание с фильмом «Бумажные города». Такой молодежный фильм.
решил за небольшую цену приобрести себе в коллекцию фильм «Бумажные города». Наконец, последнее иностранное издание, которое появилось у меня в коллекции. Это фильм «Пропащие ребята», фильм Джоэля Шумахера. Фильм без русского языка. С русским языком он ни в каком регионе не выходил. И, опять же, по небольшой цене нашел такое издание. Решил себе приобрести. Здесь рекламная бумажка такая. И сам диск. Да, забыл рассказать, что Код да Винчи это первая часть. А до этого уже давно были приобретены, давно или недавно, «Ангелы и демоны», вторая часть. Также Рон Ховард и Том Хэнкс главные роли. И фильм «Инферно». Опять же, режиссер данной картины Рон Ховард, а в главной роли снялся актер Том Хэнкс. Такая вот трилогия по книгам Дэна Брауна собралась в моей коллекции. Код да Винчи. А «Пропащие ребята» был последний иностранный диск в сегодняшнем пополнении, поэтому переходим к российским изданиям. И первое российское издание решил купить еще одно издание фильма «Милые кости» режиссера Питера Джексона. Известная картина, в которой у нас снялись Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, Сьюзан Сарандон, Стэнли Туччи, Майкл Империоли и, конечно же, актриса, которая играла девочку, актриса Сирша Ронан. Такое вот издание в слипе боковом. Здесь уже другая обложка. Открываем. И здесь два диска. На одном диске фильм, на другом диске дополнительные материалы. В раннем издании, которое у меня уже было, в том издании было только диск с самим фильмом. Представлены здесь такие вот карточки. С одной стороны такое вот изображение, а с другой кадры из фильма. Марк Уолберг, Стэнли Туччи, Сирша Ронан. Такие вот карточки. И также в данном издании идет буклет, в котором у нас в основном кадры из фильма представлены еще. Такой вот буклет. Видим Сиршу Ронан. И видим два кадра из фильма. Вот кадры со съемок фильма. Видим здесь Питера Джексона. И еще один кадр со съемок. Фильм «Милые кости» режиссера Питера Джексона. Переходим к следующему изданию. Это опять же издание хорошее в плане наполнения. Фильм режиссера Энга Ли с Уиллом Смитом в главной роли. Фильм «Гемини». Также боковой слип. Другая обложка. Присутствует внутренний арт у данного издания. И присутствует здесь у нас 4 карточки. С одной стороны здесь просто название фильма, а с другой стороны такие вот изображения. Такие вот кадры. И последнее. То есть здесь два Уилла Смита. Один обычный, а другой омоложенный. Которого сделали молодым с помощью современных технологий. Как бы в данном фильме он как бы является клоном. И, наконец,
такой вот буклет, в котором также кадры из фильма. Видим актера Бенедикта Вонга, который также снялся в этом фильме. Кадры с Уиллом Смитом. Кадры со съемок. Снова Бенедикт Вонг. Еще кадры со съемок. И последний кадр из фильма. Такое вот издание фильма Энга Ли «Гемини». Поэтому переходим к следующему фильму. Это еще одно 4К издание в сегодняшнем видео. Картина «Смурфики». Этот фильм не является продолжением фильмов, в котором был живой актер, а является как бы отдельным произведением «Смурфики. Затерянная деревня», сделанное в 3D анимации, компьютерной анимации. «Смурфики. Затерянная деревня», 4К диск. Стоил недорого, поэтому решил приобрести в 4К формате данный фильм. «Смурфики. Затерянная деревня». Далее. Фильм режиссера Гильермо Дель Торо «Хеллбой. Герой из пекла». Известная картина, в которой принимал участие Гильермо Дель Торо, которую снял. И наконец-то решил себе приобрести данное кино себе в коллекцию. «Хеллбой. Герой из пекла». Потому что вторая часть «Хеллбой. Золотая армия», а также новая экранизация «Хеллбой» просто 2019 года уже были в коллекции. Поэтому теперь все три фильма, которые выходили с русским языком на Blu-ray, есть у меня в коллекции. «Хеллбой. Герой из пекла», «Хеллбой. Золотая армия» и просто «Хеллбой». Такие вот три издания. Далее. Следующая картина. Это у нас опять же экранизация комиксов. Фильм с Николасом Кейджем и актрисой Евой Мендес. Фильм «Призрачный гонщик». Это у нас экранизация комиксов Marvel про данного персонажа. Такая вот накатка диска. И это опять же была вторая часть, не было первой. Теперь первая часть появилась. А вот в таком вот издании, где два фильма, в том числе присутствует фильм «Призрачный гонщик». Вот он с такой накаткой. И теперь здесь также имеются обе части в коллекции. «Призрачный гонщик», первая и вторая часть. Далее. Следующая картина. Это фильм с актером Адамом Сэндлером и Доном Чидлом. «Опустевший город». Открываем. Диск печатался за рубежом. Данная картина среди фильмов с Адамом Сэндлером имеет одну из самых высоких оценок. «Опустевший город». Далее. Следующая картина режиссера Роба Маршалла. Фильм «Мемуары гейши». Известная картина. В главной роли здесь у нас снялась актриса Джан Цзеи. И это кино также у меня появилось в коллекции. Как понятно из названия, здесь у нас рассказывается про гейшу. Фильм «Мемуары гейши». Далее. Следующая картина. Это фильм режиссера Брайана Сингера с Томом Крузом в главной роли, который рассказывает
про войну, про попытку покушения. Фильм «Операция Валькирия», основан на реальных событиях. Видим Тома Круза. До этого данный фильм был у меня на DVD, но решил все-таки приобрести себе данный фильм в формате Blu-ray. И такой виде внутренний арт у данного издания. Фильм «Операция Валькирия». Идем далее. И следующая картина. Это фильм с актрисой Джулией Робертс. Фильм «В постели с врагом». Это у нас фильм в жанре триллер-драма. И решил взять из-за актрисы Джулии Робертс. «В постели с врагом». Далее. Следующая картина. Это фильм режиссера Джона Майкла Макдоны «Война против всех», от режиссера Голгоф и «Однажды в Ирландии». «Однажды в Ирландии» у меня уже есть фильм. Решил вот приобрести «Война против всех» от данного режиссера. Здесь у нас в главных ролях снялись Александр Скарсгард и Майкл Пенья. Фильм «Война против всех». Далее. Следующий фильм. Это у нас картина, в которой снялись Брюс Уиллис и Джозеф Гордон-Левитт, а также Эмили Блант. Картина «Петля времени». Хронофантастику люблю, то есть которая про перемещение во времени, связанное с этим. Поэтому решил себе добавить данное кино в коллекцию. Фильм «Петля времени». Далее. Фильм режиссера Вонг Кар-вая. Последний его фильм на сегодня. Картина «Великий мастер». Здесь у нас также снялась Джан Цзеи в главной роли, в одной из главных ролей. И данный фильм рассказывает про известного китайского мастера боевых искусств, которого звали Ип Ман. Картина «Великий мастер». Далее. Два анимационных фильма и сериала. Точнее, два издания с анимационными фильмами и сериалами. Первое, это у нас два мультфильма от Давида Черкасского. Первый, это у нас «Остров сокровищ». Еще одна экранизация в сегодняшнем видео «Остров сокровищ» от Давида Черкасского, известная экранизация. А также его 13-серийный сериал «Приключения капитана Врунгеля». Диск на литье, все нормально. Такое вот издание. И также решил приобрести себе «Ну погоди» из той же серии «Шедевр отечественной мультипликации». Также данное издание на литье и лицензионное. Вот такие вот два издания. И хочу закончить пополнение Blu-ray советским фильмом. Картина «Верные друзья» от режиссера Михаила Колотозова. Советская классика. И также нашел на литье, решил приобрести за небольшую цену себе в коллекцию. Фильм «Верные друзья». И это был последний Blu-ray на сегодня. И осталось еще показать вам 11 DVD. И первые 4 DVD объединены одной франшизой. А именно, это 4 полнометражных фильма, которые относятся к Футураме. Первое, это у нас «Большой куш» Бендера. Такой вот диджипак.
Присутствует вот здесь у нас такое вот изображение внутри этого диджипака. Далее, второй фильм полнометражный «Зверь с миллиардом спин». Также присутствует такая вот общая картинка. Далее, третий фильм «Игра Бендера», Футурама. Накатки здесь также в этих изданиях интересно сделаны. Такое вот изображение. Такая вот карточка. И, наконец, последний, четвертый фильм полнометражный. Это у нас картина «В дикую зеленую даль», Футурама. Такая вот у нас здесь картинка в данном издании. Такие вот 4 полнометражных фильма. Которые относятся к франшизе Футурама от режиссера Мэтта Гроунинга. Далее. Фильм с Мартином Лоуренсом и Тимом Робинсом. Картина «Нечего терять». Такая вот комедия с двумя этими актерами. Решил себе приобрести данную коллекцию, данный фильм. Нечего терять. Далее, следующая картина. Это фильм режиссера Дэвида Кроненберга. Фильм «Оправданная жестокость», в которой снялись Вигго Мортенсен, Мария Белла, Эд Харрис и Уильям Хёрд. Фильм «Оправданная жестокость». Такая вот интересная накатка у данного издания. Далее, два фильма из журнала Total DVD, которые выходили. Первый — это еще один фильм с Ди Каприо, которого не хватало, «Дневники баскетболиста». Здесь у него серьезная роль в данном фильме была. И поэтому хотелось приобрести себе в коллекцию и нашел в таком вот издании. «Дневники баскетболиста». И также из журнала Total DVD «Крысиные бега». Также известная картина, комедия. Здесь у нас снялись Роуэн Аткинсон, Вупи Голдберг, а также некоторые другие известные актеры. Такое вот издание. И, наконец, закончить хочу данное пополнение коллекции тремя фильмами, которые относятся к одной франшизе. А эта франшиза называется «Пила». И в коллекции появилось сразу 3 фильма. Это первая часть «Пила. Игра на выживание». Такое здесь у нас изображение. Пила. Режиссер данной картины Джеймс Ван, а сценарий написала Ли Уоннелл. Первая часть «Пилы». Далее «Пила 2», опять же в диджипаке.
Такое вот оформление. И здесь тоже есть внутри такое вот оформление. И сам диск Пила 2. Известная серия фильмов ужасов. Наконец, третья часть, самая кассовая до сих пор, Пила 3. Здесь у нас так интересно раскладывается обложка наружная. Пила 3. И внутри также есть изображение. Такие вот 3 части серии фильмов ужасов, которая называется «Пила». А это были последние издания для сегодняшнего видео. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А я с вами прощаюсь. Пока.